Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Победителем прошлого розыгрыша становится Хорлбат. Поздравляю тебя, приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, не повод расстраиваться, у меня для вас новый розыгрыш. Эти вещи дал Шамшинок. Спасибо тебе, брат, за поддержку канала и братьев-сталкеров. Розыгрыш проходит на сервере RU3, а для участия в нем нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 1 апреля. В прошлой серии я остановился на плавном обходе датчиков. Успешно завершив задание, я остался в лагере Шлеймовича для продолжения нашей увлекательной истории. Сдал ляжки молодых и простых кабанов Кичу и завершил квест припасы для экспедиции. Далее я отправился к Шперлингу на переговоры, так как я уже достаточно сделал для лагеря Шлеймовича. Шперлинг, в свою очередь, посылает меня к дверям лаборатории в квадрат А1-3 для отстрела местных пауков. Настреливаю 7 пауков, и именно такое количество требуется по квесту, и возвращаюсь к Шперлингу на доклад. Кстати, не забудь собрать паучью боевую железу, так как она тебе потребуется в дальнейшем по квесту. После сдачи квеста Шперлингу я подошел к доктору Эйзенштейну, взял у него задание в недрах лаборатории. Далее иду к Шперлингу и выясняю оперативную обстановку в этой самой лаборатории. По данным Шперлинга мне стало известно, что в лаборатории происходят странные вещи, и предметы, находящиеся в ней, начинают хаотично двигаться после включения некого электрощитка, который находится в подсобке этой лаборатории. А для того, чтобы запустить этот щиток, мне нужно 3 провода в изоляции и 1 набор электродеталей. Также потребуется 1 боевая паучья железа для снятия паутины с ворот лаборатории. Обдумав все и проложив маршрут в голове, я выдвинулся к Комарьку, забрал со склада боевую железу и остальное барахло. Двинул на болото для того, чтобы продать накопившиеся шкуры и сало шкурнику. Заодно, пока был на болотах, поговорил с Татарином насчет поручения штакета о тайной ходке на болото. Но вместо того, чтобы отдать мне посылку, Татарин сообщил про дополнительные риски и выдал задание «Проблемы с верлиоками». Его выполнять прямо сейчас я не стал и отправился в деревню Гурмана. Выставил на доску набор старых инструментов, стаб-раствор на 10 использований и малый контейнер для артефактов. Купил бронежилет 6Б2 и выставил на продажу свой 6Б3. Покупал я его за 250 тысяч, а продал за 400. Но сделал я это не для того, чтобы навариться, а потому, что Б3 весит больше, чем Б2. Защита почти одна и та же, но вес сильно отличается. И вот эти килограммы для меня очень важны, потому что персонаж еще не прокачан совсем, а носить приходится мне немало. Купил провода в изоляции и электродетали. Хорошенько затарившись, я двинулся в поход в лабораторию. По пути я взял респ на лагере Шлеймовича и купил противогаз ГП-5 у лаборанта за очки торговли, которые накопились в процессе выполнения квестов в лагере Шлеймовича. Как предполагалось, двери в лабораторию были залеплены паутиной, которую я с легкостью убрал с помощью боевой паучьей железы. Проникнув в лабораторию, я отправился чинить электрощиток в подсобном помещении. После того, как подача электричества была восстановлена, на меня ринулась толпа мутантов. Несмотря на то, что в лаборатории я был не один и мне помогал сталкер, выполнить квест с первого раза мне не удалось. Пока мы отстреливали мутантов, подача электричества закончилась, и все, что мне оставалось сделать, так это идти снова за проводами и электродеталью. Благо, я покупал их с запасом, как чувствовал свою рукожопость. Сбегав до Гурмана и обратно, ко мне присоединился Арс и проявил инициативу помочь. Войдя в лабораторию, я проделал тот же самый номер, что и в прошлый раз, починил щиток и восстановил электропитание. Далее мне оставалось только ждать, когда начнет появляться лутабельный предмет в разных местах лаборатории, внутри которого и лежит нужная мне папка с кодами. К слову, попалась она мне далеко не с первого отысканного ящика. Взяв папку с кодами в отличном настроении, я побежал до Эйзенштейна. Отдал ему папку, и Эйзенштейн, в свою очередь, просит меня отдать папку для расшифровки кодов Павлову, как будто сам этого сделать не может. Он ведь стоит напротив него. Отдав папку Павлову, жду 4 минуты. Такое время требовалось для расшифровки кода. Пока Павлов мучается с расшифровкой кодов, я предлагаю тебе ввести промокод Nixon в меню игры. Если ты введешь его прямо сейчас, ты получишь премиум себе на аккаунт абсолютно бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или лаунчер. Промокод работает абсолютно везде. Вводи промо прямо сейчас, не упускай халяву, сталкер. Получив код от Павлова от внутренних дверей лаборатории, я подошел к Эйзенштейну для уточнения цели моей миссии там. Прояснив все моменты и нюансы, подхожу к Шлеймовичу и беру у него квест на образцы всех тварей, обитающих в лаборатории. Прибежав в лабораторию, мне очень крупно повезло, потому что электропитание было восстановлено неким сталкером до меня. На минутку, если бы не было электричества, то я не смог бы попасть через терминал на нижний этаж лаборатории. Введя код, я спустился вниз. На нижнем этаже лаборатории было очень темно. Какие-то телепорты, которые тэпали совершенно рандомно, и хаотично появляющиеся ведуны, которые хотели меня насадить. Умирать мне было категорически нельзя. Добравшись каким-то чудом до машинного отделения, я позаимодействовал с радиостанцией, затем с холодильником, затем снова с радиостанцией, и мне далось задание «Алгоритм». Первые 2 прибора находились в помещении ниже. Спуститься туда можно было по лестницам, которые расположены в одной из комнат лаборатории. Левая и правая лестница. Очень важно соблюдать последовательность взаимодействия с предметами. В противном случае взаимодействие с
ними ты не сможешь. Комнаты, в которых находятся нужные для взаимодействия предметы, прописаны в задании и обновляются с каждым новым предметом. Набегавшись по телепортам, я с горем пополам активировал все нужные предметы и несколько раз чуть не умирал от ведунов. Опасная лаборатория, одним словом, но я справился в одиночку. Последним прибором был компьютер. После взаимодействия с ним меня перенесло прямо к установке. И как же это все красиво выглядело, просто глаз не отвести. Она мне напомнила установку, которая стоит в лаборатории X16 из оригинального сталкера Тень Чернобыля. Пиши в комментариях, если подумал так же. Попытавшись включить датчики возле центральной зоны, меня тэпнуло в логово паукана. Осмотревшись там некоторое время, меня выплюнуло обратно, на верхний этаж лаборатории. Отсюда я убегать не спешил, так как хотел найти все 8 образцов по заданию профессора Шлеймовича. Собрав все образцы, я пошел в лагерь Шлеймовича, продал собранный в лаборатории хабар, отдал образцы Шлеймовичу и сообщил Эйзенштейну о результатах проникновения в лабораторию. Следующим заданием у Эйзенштейна была охота на нулевой экземпляр. Затем подхожу к Шлеймовичу и беру у него задание артефакт Верлиок. Далее подхожу к Шперлингу, чтобы спросить у него о куче металлолома, похожего на гигантского человека, которую я видел в недрах лаборатории. Поговорив со Шперлингом, поднимаюсь на второй этаж к Теклберри. Общаюсь с ним и беру задание предводителя Орды. Двигаясь в деревню Гурмана, я забежал на пост к Комарьку, для того, чтобы сдать найденный антиграф Альфа Сизифу по квесту. Придя в деревню Гурмана, я проверил почту и обнаружил, что пока бегал по квестам, бронежилет 6Б3 продался за 400 тысяч. Распродал остальное барахло, выставил полученный улучшенный набор инструментов на продажу. Также я отправил в чат сообщение о покупке магнитного захвата артефактов и увидел сообщение от Дикпикера о том, что они проведут по квесту нулевой экземпляр. Спросил цену, он назвал мне ее в 2 миллиона. На тот момент у меня было всего 1,5. Уговаривать я его не стал, так как мне было неудобно, и продолжил заниматься своими делами на Гурмане. К счастью, у меня продался средний ящик с инструментами за 750 тысяч, который я вот-вот прям недавно выставлял на доску. С радостью я сообщил Дикпикеру о том, что в поход на нулевой экземпляр я иду с ними, и, конечно же, предупредил о том, что я полный нубяра. Перед походом я попросил его подождать, пока я не сварю кабанью ногу для квеста Гурмана. Скажу сразу, варить я ее устал. 12 или 13 попыток у меня на все это ушло. В дальнейшем на квесту Гурмана я просто забил, так как мне не хватает терпения на все это время, да и пустая трата денег. После неудачных попыток варки мы отправились на паукана. Что я могу сказать по проходу данжа? Ребят, главное, чтобы вам попалась нормальная, адекватная пачка, и вы пройдете его без проблем. Мне очень повезло, я попал к адекватным ребятам. Большущее вам человеческое спасибо за приятную компанию. Когда-нибудь вы посмотрите это видео и улыбнетесь, увидев себя в нем. Одолев паукана, я взял с него образец и пошел к Эйзенштейну отчитаться о проделанной работе. Взамен он дал мне кучу опыта и отличную награду в виде М16. Придя на Гурман, я сразу же выставил трофейное оружие на продажу и остальное ненужное барахлишко. Вспомнив про просьбу Горелого, я побежал к разбитому вертолету и там попытался с ним связаться. Все могло бы закончиться быстро и беспрепятственно, если бы какой-то гнилой человек не стал убивать меня без причины. Его намерения и умысел мне были неясны. Но хорошо, что были неравнодушные сталкеры, которые пришли мне на помощь и помогли одолеть этого подлого негодяя. Огромное вам душевное спасибо, товарищи, настоящие сталкеры, которые в беде своих не бросают. Не могу оставить без внимания игрока с ником Ars70. Этот миллиардер одарил меня с ног до головы дорогущими оружиями, которыми я пользоваться, к сожалению, пока что не могу, так как я пытаюсь подать пример новичкам, что можно добиться всего самому. Братишка, в любом случае тебе огромное спасибо за щедрость. Твои подарки лежат на складе и ждут своего часа. На этом я закончил свою трансляцию, которая длилась 7 часов 50 минут. Полностью вы сможете посмотреть на моем канале, подсказка будет в правом верхнем углу. Спасибо за просмотр, обязательно подпишись на канал и напиши комментарий, для меня это очень важно. Таким образом ты поднимаешь мне настроение и мотивацию на создание нового, уникального и атмосферного контента по игре. Удачи в зоне, сталкер! Иди, не мозоль глаза.